Привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня не было месяц, но, если честно, ничего кардинально в жизни не поменялось. Разве что у нас появились новенькие тут, чему я безмерно рада. Добро пожаловать в нашу уютную группку. Знаете, мне даже нравится такая камерность, когда все свои и как-то по-семейному. Хотя, когда я только начинала канал, чуть меньше года назад, безусловно, я, как и все, наверное, мечтала о сотнях, тысячах подписчиков и даже ставила цель себе к следующему, к, к скорому моему дню рождения добраться до сотни хотя бы. Но, пожалуй, я вычеркну это из списка. Последнее время вся эта гонка за успешным успехом, продуктивностью и вечными целями начала утомлять. Хочется просто жить в своем ритме, не загоняться и заниматься тем, что действительно приносит радость, без мысли, что ты вообще кому-то там что-то должен. Так что, если вдруг вы ждете тут советы по тому, как заработать 1 000 000 за месяц или что еще купить, кроме машины и квартиры в свои 18-20, то, боюсь, я вас разочарую. Хотя бы потому, что мне уже давно не 20. В остальном у меня все тихо, мирно, спокойно. И это, знаете ли, абсолютно не гадство, а настоящее счастье, когда можно просто смотреть на закат, наблюдать, как вот сейчас набухают почки на деревьях, уже начали потихоньку, и просто не торопиться. Хотя, кажется, тема замедления жизни в последнее время тоже стала модной. Ну, хотя бы в один тренд я попаду. Être c'est difficile, et là ça fait des années. Et de juger c'est difficile, et de juger c'est facile. Penser de la première fois, première, c'est de savoir quoi sera la dernière fois. Être seul, être seul, c'est difficile. Je suis pas je suis Севра. Боже! Да что такое-то? Être c'est difficile. Et là, ça fait des années. Et de juger c'est difficile, surtout quand on n'est pas goûté. Le plus dur, même c'était la première fois, le plus dur, c'est de savoir quand sera la dernière fois. C'est vrai, je suis pas contre-présente de temps en temps. Et puis c'est facile, je pourrais le faire en insistant. Ou de négociable de l'envie ou un paiement. Et puis je suis un client, mais oh, les de ma maman, oui je sais. C'est vrai que le papa fait ce héros. Et c'est toujours Fernand que je parlais. Je refusais le but comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne de la bêtise. Ou charmer les vies des humanistes. C'est plus facile, les minutes de courtise. C'est tout le monde fait raison. Весна, кстати, уже потихоньку наступает, если вы вдруг не заметили. Начали появляться первые проталины у нас тут, чему я радуюсь, как ребенок. Весна для меня это просто что-то особенное. Хотя в последнее время я научилась находить красоту в каждом времени года, в каждой погоде. Но почему-то именно весной ощущается просто максимальный прилив какого-то вдохновения, когда воздух меняется, и уже с февраля чувствуешь это вот дыхание новой жизни. И еще дни становятся длиннее, и каждый раз включаешь свет все позже и позже. И это кажется такой мелочью, но почему-то сродни магии какой-то, что ли. А теперь немного из мира новостей моего личного орнитологического клуба, в котором состою я и еще раз я.
Да, у меня тут своя маленькая лаборатория по наблюдению за птицами. Наверное, в прошлой жизни я была орнитологом. Дело в том, что пару месяцев назад, где-то примерно так, на моей кормушке появились какие-то новые пернатые. Синички, пухляки, зяблики, поползни. Эти ребята тут обитают давно, и их я знаю уже буквально в лицо. И здороваюсь с ними. И иногда мне кажется, что они мне даже отвечают. Но тут появились какие-то новенькие, и, конечно, я полезла в энциклопедию разбираться, кто же ко мне тут прилетел. Ну, вдруг вы тоже так делаете. Я вот балуюсь. Я потратила на это месяц, и знаете что? Выяснилось, что это сойки. Представляете? Хотя, может, и не представляете, но ничего страшного. Я вот до этого слышала просто про них только в каких-то рассказах, и почему-то думала, что это супер редкие птицы, или они где-то обитают, ну, не у нас, не у меня тут в округе, а оказывается, вот живут буквально в лесу за моим огородом, и теперь регулярно прилетают покушать семечки, даже я бы сказала не покушать, а просто выпылесосить. Они буквально их глотают, не расщелкивая. И синички их боятся, и мне приходится тратиться чуть больше на семечки в этом году. И еще тут на днях залетал дрозд-рябинник. Теперь я знаю много птиц благодаря своим раскопкам в энциклопедиях. Так что вот, у меня тут такие новости. И напоследок вопрос к вам. Хотела уточнить, вдруг вам нужно видео подлиннее? Лично я просто смотрю ролики во время еды, и у меня вечно одна и та же проблема. 10 минут явно маловато. И если ролик заканчивается раньше, чем я успеваю наесться, приходится искать что-то еще. И на это уходит время. И получается, что я ем в 2 раза дольше или вообще еще больше, чем планировала. В общем, такая опасная дорожка, тратить по часу-полтора на каждый прием пищи, а потом жаловаться, что времени не хватает, хотя встаю в 8 утра. Напишите в комментариях, какой формат вам удобнее, сделать ролики подлиннее или вас устраивают такие каратульки. И на этом все. Спасибо, что остаетесь со мной. Я честно буду стараться появляться здесь почаще, тем более, что грядет самое активное время года. Желаю вам всего самого волшебного и замечательного, приятного аппетита и до скорой встречи в новом видео.